одна из причин нашего приезда сюда заключается в том, чтобы помочь нашим братьям советами, нашими заключениями, выводами и предметом анализа. Мы должны приехали сюда, и мы должны осуществить эту задачу. Ведь братоубийственная война не является и не отвечает интересам ислама и мусульман. Мы считаем, что такие вещи несут в себе пагубные последствия. Мы должны сделать все для того, чтобы исправить положение в этой области. Мы приехали для того, чтобы обменяться мнениями по этому вопросу. Мы должны принять этот вызов. Этот вызов, кстати, существует не только здесь, но и во многих других странах, где существует вражда, существуют конфликты. Поэтому мы должны сделать все для того, чтобы исправить существующее положение. Как бороться с этими вызовами? Я считаю, что сближение или два, может быть, способа для того, чтобы вот сделать эту борьбу эффективной, могут быть выдвинуты. Первый способ – это прежде всего сблизить позиции. Второй – это найти особенности того или иного процесса. Вот то, что нас объединяет, общее гражданство, наше проживание в одной стране, вот это все общие вещи, это общие основы, которые мы должны использовать. Мы должны сохранять их. Это наша общая ответственность и мусульман, и не мусульман, всех тех, кто проживает в этой благословенной стране. И экономика тоже очень важна. Ведь экономика – это обеспечение уровня жизни, нормального уровня жизни. Поэтому люди, естественно, должны быть заинтересованы в том, чтобы экономика развивалась нормально, чтобы люди могли нормально питаться, жить, одеваться и так далее, удовлетворять свои потребности. Все это является общими принципами для всех нас. И, естественно, религия поддерживает вот именно такой подход. Мы должны сделать все для того, чтобы путем анализа ситуации прийти к соответствующим выводам. Мы должны учитывать, что наша религия базируется на прочных основе, на хорошем примере, который показывается другим мусульманам. Это является основой для того, чтобы мы показали, что та или иная инициатива является разрешенной, а не запрещенным делом. И улемы, естественно, поддерживают всячески такие инициативы. Существуют различного рода заблуждения, предположения, подозрения, которые, естественно, мешают нашему общему делу. И мы понимаем, что мы должны, естественно, разоблачить, исправить те заблуждения, с которыми сталкиваются некоторые из нас. И каждый, естественно, возможно, верит в одну или другую религию. У каждого своя вера, но тем не менее люди живут в одной стране, у них есть одно гражданство, и это то, что их объединяет. Существует ряд хадисов, которые подтверждают вот эту мысль, хадисов пророка, да благословит его Аллах и приветствует. И, естественно, мы должны обязательно анализировать то или иное явление, ту или иную ошибку, приводить в качестве пример те или иные хадисы пророка, которые подтверждают правоту нашего анализа и подтверждают правильные выводы в связи с тем или иным хадисом, естественно, который мы называем благословенными хадисами.
например, о молитве, о закате, о милостыне и так далее. На все это существуют соответствующие примеры, которые мы можем использовать, следуя тем или иным указаниям пророка, и тогда картина становится предельно ясной, и мы можем при помощи хорошего, доброго примера очистить наши сердца. При помощи этого примера, взятого из того или иного хадиса, мы сможем решить эту задачу. Вот мы именно к этому и призываем вас, уважаемые братья. Естественно, надо учитывать особенности. Я говорил о каких-то общих вещах, но мы должны учитывать и особенности, которые имеются в каждой стране, в каждом обществе и в том или ином подходе к определенной проблеме. Поэтому религия наша, ислам, должна учитывать такой подход, должна на него опираться и исходить из него. Прежде всего, надо противостоять радикализму, пользуясь учениями нашего пророка. Он сказал, что религия легка, религия не налагает никаких трудностей на человека. Совершайте полностью все, что вам предписано, и даже если вы не достигли правого дела сейчас, не отчаивайтесь, в будущем вы это сделаете. Мунир говорил относительно высказывания, что религия это легко, говорил, что это гениально, потому что тот, кто будет экстремистом в религии, он порывает с ней всякие связи. Это умма, исламская умма награждена и наделена мудростью огромной. Я был послан с посланничеством миролюбие. Необходимо разоблачать радикализм. Радикализм – это отступление от правильного прямого пути. Это возвращение на путь джахилии. Отсюда роль улемов огромна в выявлении истинного ислама, а также опасности насилия, особенно учитывая энтузиазм молодежи, которая не всегда могут похвастаться богатством своих знаний священной книги. Любое слово галима может встретить в молодежной среде, сказанное с мудростью, большой отклик, поэтому необходима фетва, специальная фетва, которая определяла бы судьбу мусульман, которая предупреждала бы против радикализма. Наша религия ясна, четка своей доктриной. Все, что она несет, это счастье всему человечеству, это возвышение всего человечества, это обустройство мира этого, подготовка к миру следующему. Ты должен и своему Господу, и своему брату по вере. Ислам отличается в хорошую сторону. Королевство Саудской Аравии является тому яркий пример умеренности ислама. Во всех областях научной, административной, мы всеми цивилизованными средствами мы стремимся к тому, чтобы использовать достижения и Запада, и Востока. Сегодня во всем мире озабочены напряженностью отношений, возникшей в отношениях различных регионов мира.
Идеологи терроризма предпринимают попытки раскола общества по религиозному или этническому признаку, строя свои спекуляции не только на острых социальных проблемах, но и на религиозной безграмотности, сепаратистских, националистических настроениях. Любая мировая религия основана на фундаментальных ценностях добра, справедливости и миролюбия. Вот почему так важна миссия духовенства, которая прививает людям эти идеи и укрепляет в человеке нравственные ценности. И сегодня налажена самая широкая межцивилизационного диалога, воспитание людей в духе толерантности и уважения, интересов друг к другу является совместной задачей государства, религиозных объединений и национальных систем образования. Мое краткое выступление – это приглашение к тому, чтобы активизировать усилия, благословенные усилия в противостоянии самому опасному делу, самому опасной ереси – это явление радикализма, полностью противоречащее тому, что заповедал Аллах в своей религии, которая ниспослана милостью для человечества.